Переговоры Путина и Трампа, мир в обмен на города, американцы становятся на защиту Зеленского, а Эрдоган наносит удар по Кремлю. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Крым – это Украина. Анкара заявляет о нарушении международного права и говорит открыто: родная гавань для полуострова не Россия. Детали скандала. Переговоры уже идут. Советники Трампа намекают, что в дополнение к Крыму Путин может получить Донбасс. Дойдет ли до этого? Что стоит за резонансным заявлением? Спасение заложников космоса. Американские добровольцы прибывают в Украину после изменения политики Белого дома, а Макрон озвучивает 4 элемента гарантий для Киева и отправляет гневный сигнал Москве. Обзор важных событий. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Американцы стали на защиту Зеленского. Нападение на украинского президента в овальном кабинете побудило несколько тысяч граждан США отправиться воевать на стороне Украины. О желающих оказаться на линии фронта пишет издание «Киев Индепендент». Изменения политики Трампа, а также его поведение и громкие заявления вице-президента США Джей Ди Венса в адрес Зеленского буквально стали катализатором. Американские добровольцы уже прилетели в Украину. Издание уточняет, что получило данную информацию на условиях анонимности. Одна из самых элитных украинских частей, принимающих иностранных добровольцев, зафиксировала резкий всплеск заявок, сообщил один из международных военнослужащих, занимающийся набором. По его словам, несколько тысяч заявок поступило после встречи в овальном кабинете, причем значительное число парней выразили возмущение и шок из-за изменений в американской политике. Главком ВСУ тем временем пишет о потерях россиян, не территориальных, а в живой силе. Сырский уверяет, что за 2,5 месяца 2025 года ряды россиян на линии фронта значительно поредели. Путин, если он, конечно, считает, то не досчитается более 100 тысяч человек. На каких именно направлениях россияне понесли такие потери, Сырский не уточняет. Эрдоган передал пламенный привет Путину и напомнил, что Крым – это Украина. Накануне, в 11-ю годовщину проведения на полуострове так называемого референдума о воссоединении полуострова с Россией, в Анкаре напомнили, что родная гавань для Крыма – это Украина. МИД Турции назвал события 11-летней давности нелегитимными. Мы вновь подчеркиваем, что не признаем фактическую ситуацию в Крыму, являющуюся нарушением международного права, и подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией на полуострове, особенно в отношении положения коренного населения, крымско-татарских тюрков, и будем удерживать этот вопрос в повестке дня международного сообщества. Крым уже не место для курортов. Об этом заявил глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Ахтем Чийгоз. Он считает, что полуостров изменил свою концепцию. Нема курортів вже. І військової бази нема. Є транзитна територія. Крим змінив свою концепцію. Це транзитна територія військових, зброї, м'яса, мається на увазі людське м'ясо на материкову частину. Крым стал тренировочной базой для иностранных наемников, так считают в украинской разведке. Там уверяют, что на территории полуострова проходят обучение те, кто согласился воевать на стороне России и за российские рубли. Это в частности люди из Кубы, ряда африканских стран, а также других так называемых дружественных к Кремлю государств. Как вы считаете, когда вернется Крым в состав Украины? Возможно ли это? Поможет ли дипломатия или военным путем? Напишите свои варианты в комментариях. Украина и США синхронизировали позиции по многим вопросам. Так, в Киеве прокомментировали переговоры, которые происходят между странами. Тем не менее, сложности еще будут. Да, дискуссии предстоят сложные, мы с вами это прекрасно понимаем. Потому что в основном это касается нашей судьбы, да, и всегда, когда другие страны выступают в роли посредников, мне кажется, многие вещи гораздо проще можно решить, если, мы понимаем, что проще не получится, потому что это война фундаментальная, это война ценностная, это не война там за маленькую часть территории одной страны по отношению к другой. Украина хочет, чтобы война закончилась уже в этом 2025 году. О планах Киева рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига. Для мира в Украине, он считает, США должны оказаться
оказать давление на Россию. Кроме того, в Киеве заявили о подготовке спецдокумента, согласно которому бы осуществлялся мониторинг более чем 1300-километровой линии фронта, в том числе с военной точки зрения. Putin wants war. Путин хочет войны, Россия не принимает предложение приблизить мир, поэтому, конечно, мы должны оказывать на нее давление. Вы верите, что Россия выдвинет требование вывода украинских военных из Курской области для согласия на прекращение огня? Мы ожидаем безусловного согласия на предложение установить временное прекращение огня. Трамп ждет ответа от Путина, готова ли Москва или не готова к прекращению огня. Уже на этой неделе американский президент вновь созвонится с Путиным. На это намекнул посланник республиканца Уитков, который вновь провел 4-часовую встречу с представителем Кремля в Москве. В США дают понять, обсуждают территориальные уступки, и в данном случае Украине, вероятно, придется пойти на отказ от территорий в обмен на гарантии безопасности. На это намекает уже другой советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтс. На вопрос журналистки, означает ли, что Путин может получить Донбасс в дополнение к Крыму, Уолтс ответил так. Марта, мы должны задать себе вопрос, соответствует ли это нашим национальным интересам и насколько это реалистично. Мы говорили об этом с европейцами и украинцами. Собираемся ли мы изгнать каждого русского с каждой пяди украинской земли, включая Крым? И стратегия администрации Байдена заключалась в том, чтобы действовать столько, сколько потребуется, независимо от сроков, что по сути представляет собой бесконечную войну в условиях, когда мы буквально теряем сотни тысяч людей в течение нескольких месяцев, и все может перерасти в Третью мировую войну. Таким образом, мы можем говорить о том, что правильно, а что нет, и мы также должны говорить о реальной ситуации на местах, и это то, что мы делаем с помощью дипломатии, челночной дипломатии, непрямых переговоров. И знаете, меня поражает, как это критикуют. Подписчики из Украины, а что вы думаете о данной стратегии? Отказ от территорий в обмен на гарантии безопасности, о чем сейчас, судя по всему, говорят всерьез. Поделитесь мнением в комментариях. Путин не должен лезть в дела суверенного государства и не ему решать, что должна делать Украина, а что нет. Такое заявление сделал президент Франции Макрон. Он считает, что Россия не имеет даже права голоса в вопросе присутствия миротворческих войск на территории Украины. Кроме того, он озвучил 4 элемента европейских гарантий для Киева. Итак, это продолжение немедленной военной помощи, поставки оружия и техники, адаптированные к текущим нуждам ВСУ, формирование мощной армии Украины после войны, способной отразить будущие атаки России, возможность развертывания военного контингента на территории Украины на основе коалиции добровольцев и укрепление обороны самой Европы, чтобы повысить ее военную независимость. Макрон также продолжает открыто говорить о развертывании нескольких тысяч военных от каждой страны в стратегически важных точках, не для войны с Россией, а для подготовки украинской армии и укрепления обороны. Тем временем в Финляндии вообще заявили, что существует от 0 до 50 вариантов, как помочь Украине. Президент страны, которая имеет более 1300 километров общей границы с Россией, заявил, что Путин не готов к переговорам. И я думаю, шансы ничтожные. Я не считаю, что Путин хочет прекращения огня, не думаю, что Путин хочет мира. Его изначальная цель была, по сути, уничтожить независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, чтобы Украина просто перестала существовать. Его цель не изменилась, и все мы должны это ясно понимать. Именно поэтому мы должны максимально усилить давление на Путина, а это значит новые санкции, использование замороженных активов и, по сути, вооружение Украины до зубов. В Северной Македонии объявлен 7-дневный траур в связи со смертельным пожаром в ночном клубе «Пулс». Еще в нескольких странах Европы будут приспущены флаги из-за этой трагедии. Известно о как минимум 60 погибших, более сотни считаются пострадавшими. В стране продолжается идентификация тел. В МВД Северной Македонии заявляют о проведении также большого количества допросов, которые помогут установить истинные причины случившегося и последствий. Несколько человек будут арестованы, соответствующие ордеры уже выданы. Вероятно, шоу музыкальной группы стало причиной массовой гибели отдыхающих.
Пожар возник из-за пиротехники, использовавшейся для световых эффектов на концерте и активировавшей систему пожаротушения. Вероятнее всего, искры попали на участок потолка, который был изготовлен из горючего материала, из-за чего огонь быстро распространился по всему помещению дискотеки и вызвал сильное задымление. Заложники космоса в США заявляют, что на Землю вот-вот вернутся космонавты, которые вместо 8 дней провели на орбите 9 месяцев. SpaceX вытащил НАСА из затянувшейся космической драмы. Капсула Crew Dragon успешно пристыковалась к МКС, привезла новый экипаж и, наконец, откроет путь домой для астронавтов, застрявших на станции из-за провала Боинг. Буч Уилмор и Суни Уильямс прилетели на экспериментальном Старлайнере, который должен был стать гордостью Боинг, но вместо этого оказался космическим капканом. Из-за неисправных двигателей и утечки гелия НАСА отказалась рисковать жизнями экипажа и запретила использовать корабль для возвращения. Теперь, когда SpaceX привез смену, Уилмор и Уильямс могут наконец-то вернуться. Вместе с ними на Землю отправятся астронавт НАСА Ник Хейк и российский космонавт Александр Горбунов. Возвращение экипажа стало не просто технической задачей, а политическим вопросом. Дональд Трамп и Илон Маск утверждают, что НАСА могло спасти астронавтов раньше, но затянуло процесс. Маск даже заявлял, что их оставили по политическим причинам. Представители компании Boeing тоже были в ярости, настаивая, что их корабль был безопасен. НАСА не согласилась, в агентстве уверены, что сделали единственно верный выбор. Друзья, а вы бы хотели застрять в космосе на 9 месяцев? Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.